Всем привет! Вы на канале PsyLife, и сегодняшняя тема видео «Флегматик это». Я расскажу вам, кто он такой, какими признаками обладает и почему его минусы для одних людей могут стать плюсом для других, а также визитной карточкой по жизни для самого флегматика. Итак, флегматик – это человек с сильным, уравновешенным и инертным типом темперамента, то есть он спокойный и достаточно медлительный. Пройдемся по некоторым пунктам. Деятельность. К любому делу подходит с особой тщательностью, и за что бы он ни брался, это делает очень хорошо. Упорство ему не занимает. Он может 1000 раз продумать, что говорить, какими жестами воспользоваться, какая мимика должна сопровождать его разговор и многое-многое другое. С ним можно быть уверенным, что дело будет сделано на все 100%. Есть и вторая сторона медали, где попросить сделать для него одолжение или обратить внимание на свои успехи со стороны он стесняется, из-за чего часто остается в минусе. Хотя другим всегда идет навстречу и помогает, а иногда делает работу за других, от чего часто страдает. Следом появляется время на самопоедание, почему я не подошел, я бы стал старостой, почему я не сказал нет, почему они все скидывают на меня, почему я такой лузер. Беспорядок. Хаос вокруг начинает пагубно действовать на его мыслительную деятельность, поэтому флегматик очень любит чистоту и порядок. Любые игры в классе с перекидыванием бумажных мячиков, мела или же книжек его скорее раздражают, нежели раззадоривают. Он неохотно участвует в заговорах против учителей, преподавателей, но и особо не противостоит коллективу. В основном занимает позицию «делайте, что хотите, я как бы с вами, но не при делах». Шум. Внешний шум является существенным раздражителем для этого типа темперамента. Мало того, его концентрация падает настолько низко, что флегматик готов сломать все, что лежит под рукой. Ручка, карандаш, линейка. Но он постарается сделать это так, чтобы никто не увидел его эмоционального порыва. Ему очень хочется крикнуть: «Да прекратите вы!» Но это спровоцирует конфликт. А конфликт – это то, что он больше всего не любит. Поэтому молчит и держит все в себе. А под конец дня сопровождается это состоянием чрезмерной усталостью и головной болью. Память. Люди с этим типом темперамента имеют врожденную хорошую память. Выучить стих или запомнить пересказ текста для него является легчайшим заданием. Написать контрольную или самостоятельную работу по терминам – да запросто. Флегматики настолько хорошо запоминают просто огромные объемы информации, что иногда напоминают ходячую энциклопедию. Во время учебы могут сталкиваться с прозвищами ботаник, заучка или же профессор. Но в дальнейшем это умение помогает флегматикам овладевать любой профессией с нуля и за кратчайшие сроки. Скорость. Из-за особенностей темперамента флегматику сложно быстро переключаться с одного действия на другое. Викторины – это не его конек, ему нужно хорошенько подумать, прежде чем ответить на тот или иной вопрос. И даже зная ответ, может сомневаться в его правильности. И, конечно, вследствие не озвучит его. Поэтому в коллективе он может подвергаться издевкам со стороны, мол, не тормози, ты что особенный, что тебе нужно по несколько раз повторять. Он скорее никогда не будет первым на физкультуре в таких играх, как баскетбол, футбол, волейбол, выбивало или различных эстафетах. Он больше заинтересуется шашками, шахматами, стратегией на ПК или мобильном телефоне. Эмоции. Кричать, визжать или размахивать руками – это не про флегматика вовсе. Всегда и ко всему относится с огромным скепсисом. Сомнения во всем, что он делал, делает или ему предстоит сделать, не покидают его голову. Он, если и бывает агрессивно настроен,
то скорее постарается подавить в себе это чувство, либо же продумать все до мелочей и только тогда сделать свой выпад. Но такой удар будет не только сильным, мощным, но и настолько метким, что противник может не удержаться на своих ногах. Благодаря своей расчетливости он практически всегда лидирует в стычках. Другим людям сложно идти ему наперекор. Если он что-то втемяшил в свою голову, его уже не переубедить. Стоит сказать, что прежде чем сорваться, флегматик попробует договориться со своим обидчиком и прийти к мирному соглашению. Только в случае многочисленных отказов он приступит к действию. Общение. В разговоре чересчур внимателен и впитывает все как губка, но зачастую не проявляет никаких эмоций, что ставит собеседника в сложное положение, где невозможно предугадать, о чем он сейчас думает. Интересен ему разговор или нет, может ему просто скучно. Любые вопросы в его сторону сопровождаются краткими ответами. Зачастую в отношениях проявляет точно такое же поведение, что не дает оценить партнеру, насколько его любят. Практически никогда не говорит о том, что чувствует, как само по себе полагается. «Ну, ты же знаешь, что я тебя люблю, зачем это повторять по 20 раз?» Такой фактор отталкивает некоторых собеседников и мешает в любовных отношениях. Идеалы. Очень часто искренне не понимает, зачем что-то менять, если и так, по его мнению, все хорошо. Ему не нравится нововведение, где ему нужно перестраивать привычный уклад жизни. Он пытается доказать другим, что все как было должно оставаться на своих местах. Всегда жаждет справедливости, которую, к сожалению, практически никогда по жизни не получает. От этого закрывается и уходит на некоторое время в себя. Когда приходится смириться с тем, что есть, выползает из своей раковины и делает видимость, что ничего не замечает. Это его, конечно, угнетает. Отдых. Что же касательно отдыха, то человек-флегматик скорее любит тишину и покой. Это значит, что он скорее выберет просмотр кино дома, нежели пойдет в кинотеатр. Его устроит самостоятельно приготовленный попкорн в микроволновке и уютный диван с колой, где в любой момент он сможет поставить кино на паузу или же отмотать немного назад, чтобы еще раз насладиться сказанной фразой персонажа. Вместо похода на вечеринку, дискотеку или посидеть в ресторане в шумной компании, вероятнее всего предпочтет тихий романтический ужин или же посидеть поиграть в компьютер. Он может часами напролет смотреть YouTube или же читать статьи и книги на интересующую его тематику. Если вы представили себе волка-одиночку или затворника, то это не так. Он любит быть среди людей, но очень быстро устает от них, поэтому редко выбирает вылазки из дома. Такие знания о типе темперамента помогают людям, занимающим высокие должности, правильно и профессионально распределять обязанности между сотрудниками для достижения наибольшей продуктивности в работе. А человеку, зная свои слабые стороны, скорректировать их благодаря характеру, приобретенному опыту в ходе жизни. С вами был канал PsyLife. Пишите в комментариях, что вам было полезно из этого видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока-пока.